Всем привет! Компания Redmi с каждым годом удивляет своих фанатов, а также простых пользователей, выпуская все лучше и лучше среднебюджетные смартфоны. И вот совсем недавно смартфон Redmi с номером модели 220116SC был сертифицирован китайским регулятором TED. Данный смартфон выйдет на китайский рынок под названием Redmi Note 11E Pro. Стоит отметить, что по предварительным данным этот гаджет является клоном Note 11 Pro и Xiaomi 11i. Также стоит отметить, что смартфон выйдет совсем скоро, а именно в этом месяце. Дело в том, что устройство уже появилось в базе данных Google Play консоль. Стоит отметить, что уже сегодня известны практически все технические характеристики смартфона Redmi Note 11E Pro. И они, честно говоря, удивляют. Итак, основные фишки его. Это отличный AMOLED дисплей на 6,67 дюйма, хороший процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 695, 16 гигабайт оперативной памяти и целых 512 гигабайт своей флеш-памяти. Основная камера на 108 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 мАч и, конечно же, цена. Всего $379 за все это. Очень неплохо. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Redmi Note 11E Pro оснащен достаточно неплохим экраном на 6,67 дюйма, разрешением Full HD+, с кадровой частотой обновления изображения, что немаловажно, целых 120 Гц. Экран выполнен по технологии AMOLED. Скажу сразу, для многих людей это большой минус, но есть также многочисленные плюсы. Преимущество такого экрана – это способность отображать большую цветовую гамму на 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS. Устройство будет оснащено однокристальной системой от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 695. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года. Изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Creo 660 Gold Cortex A78 на 2.2 и 6 ядер Creo 660 Silver Cortex A55 на 1,7 ГГц. В TED говорится, что смартфон получит 6, 8, 12 или 16 гигабайт оперативной памяти, а также 128, 256 и 512 гигабайт в своей флеш-памяти. А теперь о самом главном. Смартфон Redmi Note 11E Pro в максимальной конфигурации будет стоить всего $379. Скажу сразу, конкурентов немного, но они есть. Давайте их посмотрим. Итак, я зайду на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. $379 это плюс-минус 28 тысяч рублей. Возьмем до 35. И мы знаем, что смартфон получил целых 16 гигабайт оперативной памяти. Пожалуйста, даже нету у нас таких моделей. И 512 гигабайт своей флеш-памяти. За такую-то сумму только 256. 6 моделей. Это OnePlus 9R, OnePlus Nord 2, OnePlus 8T, OnePlus Nord и Nord CE. Пожалуйста, все телефоны почти от OnePlus. Один единственный телефон от компании Realme X3 Zoom Super. На мой взгляд, основной конкурент, как ни странно, это OnePlus 9R. Это очень хороший смартфон, который имеет хороший процессор. Как вы видите, минимальная стоимость данного смартфона 33 тысячи рублей, максимальная 46 почти. Но запомните, e-каталог не делает никаких наценок. Вы просто видите все предложения и покупаете там, где вам удобно. А если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно ответят. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя что-то отметите. И есть достаточно большие отзывы. И запомните, сначала e-каталог, потом магазин. Ссылка в описании под видео.
На передней панели устройства находится 16-мегапиксельная фронтальная камера, а разрешение основной камеры составляет целых 108 мегапикселей. Датчик выступает Samsung S5K HM2. У него размер пикселя 0,7. Датчик примерно на 15% компактнее и имеет на 10% меньшую высоту, чем HM1, что упрощает его размещение в смартфоне. В остальном прослеживается сохранение идеи сенсора HM1, в том числе биннинг 9 соседних пикселей 3 на 3. Имеется наличие быстрого и эффективного решения для автофокусировки с определением фазы. Super PD. Технология объединения 9 пикселей в один теперь называется нано-биннинг. Название меняется, но суть остается прежней. Записывать видео на основную камеру можно в максимальном качестве 4К с 30 FPS. Вспомогательные датчики выступают на 8,5 мегапикселя. Также стоит отметить, что селфи-модуль поддерживает функцию разблокировки по лицу в качестве альтернативы сканеру отпечатков пальцев, который, кстати, расположен на боковой грани корпуса устройства. Дополняет список особенностей модели ИК-модуль для управления бытовой техникой и чип NFC для бесконтактных платежей с помощью Google Pay. Redmi Note 11E Pro будет поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью целых 67 Вт. Кроме этого, зарядка поддерживает технологию Qualcomm Quick Charge 3.0 и все возможные степени защиты, включая от перегревов и скачков напряжения. Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой MIUI 13. Основные фишки оболочки — это полностью переработанный механизм системных эффектов. Система жестов целиком позаимствована из голого Android 10, что является большим плюсом. Доработанный нелинейный темный режим для любого софта. Уникальный комплект суперобоев с реалистичными планетами. Отдельные меню для быстрых переключений и обновлений. И, конечно же, многое другое. Источник сообщает, что Redmi Note 11E Pro выходит в этом месяце. Что касается цены, то она будет такая: $329 за минимальную конфигурацию и $379 за максимальную, что является просто восхитительным результатом. Ну что же, ребята, с каждым годом компания Redmi удивляет своих пользователей, а также простых фанатов. Мы видим, что они выпускают действительно очень хорошие смартфоны. Да, взять Redmi, данная компания выпускает практически все товары достаточно неплохие. Самое главное, что они качественные, то есть из качественного пластика, качественные материалы используются и так далее. Но вы должны понимать, что Redmi по сути это клон, то есть данная компания берет смартфоны у компании Xiaomi, клонирует и выпускает под своим брендом. Да, может мы получим какие-то изменения, но они будут минимальные. То есть по техническим характеристикам мы получим точно такой же смартфон, как и Note 11 Pro и Xiaomi 11i. Но вы должны понимать, что тут самое главное, сколько будет стоить смартфон. А как мы видим, стоимость достаточно неплохая. Некоторым людям не нужен топовый процессор, некоторым людям не нужна топовая камера и так далее. Тут все сбалансировано. Это среднебюджетный смартфон. Это смартфон, который может предложить вам очень и очень неплохие характеристики. И самое главное, что мы получим достаточно неплохой AMOLED-экран. Snapdragon 695 процессор, также очень и очень хорошее решение в 2022 году. 16 гигабайт оперативной, то есть для всего вам хватит. А 108 мегапиксельная камера вообще это супер. Ну что же, ждем презентацию, ждем товар на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.